Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео подробно расскажу, как связать аккуратную планку по краю горловины. В этом видео буду подробно рассказывать от набора петель по краю горловины до закрытия петель. Я думаю, будет полезно это видео больше тем, кто только учится вязать спицами. Такую горловину я связала для своей летней кофточки с красивым полосатым узором. Полный мастер-класс вязания кофточки будет в видео. Смотрите, в описании оставлю ссылку. Также оставлю ссылку в подсказке. Переходите и смотрите, там будет полный мастер-класс вязания кофточки. В этом видео рассказываю только про обвязку горловины. Ну, кстати, такую обвязку можно выполнять на любых кофточках, но есть нюанс. Край горловины получается более плотный, он не растягивается, поэтому такой планочкой можно обвязывать только широкие горловины, которые равны или чуть больше обхвата вашей головы, иначе вы не сможете надеть кофточку. Учтите этот момент. Но есть, конечно же, плюсы. Кофточка будет лучше сохранять форму из-за того, что край не растягивается, а горловина не будет деформироваться. Дорогие друзья, я надеюсь, вам будет понятно это полезное видео. И вы не забудете поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Для обвязки горловины я использую спицы на пол номера меньше, чем спицы те, которыми вязала основную часть. Смотрите, я вязала кофточку на спицах номер 3,5, спицы с длинной леской. А для обвязки горловины беру спицы номер 3. И здесь будет удобнее использовать спицы с короткой леской, те, которыми еще вы вяжете, допустим, шапки. А также использую крючок номер 3, то есть тот же номер, что и спицы, причем, смотрите, крючок лучше брать без ручки. Для начала вязания обвязки горловины необходимо набрать петли. Набирать петли мы будем с помощью крючка. Но перед тем, как приступить к набору петель, необходимо проверить плотность вязания. При вязании кофточки я рассчитывала плотность вязания и в ширину, и в высоту. В ширину на 10 сантиметров у меня входит 23 петли, а в высоту получается на 10 сантиметров 36 рядов, то есть 36 петель вертикально располагается. Поэтому, если я буду набирать по кромке, вот по вырезу горловины, именно по кромке той, что идет вертикально, из каждой петли набирать новую петлю, то у меня здесь будет большое количество петель, и планочка будет фалдить. Мне необходимо совместить плотность вязания в ширину и высоту. То есть для вязания в поперечном направлении планки набирать меньше петель. Поэтому здесь у меня раппорт вязания одной полоски составляет 12 петель. На этом участке я буду набирать 8 петель для вязания планки. В принципе, вот здесь вот на всех 3 полосках при закруглении тоже буду набирать здесь 8 петель, но здесь на прямом участке внизу выреза горловины, так по переду и по спинке, здесь буду набирать из каждой петельки новую петлю для вязания планки. Приступаю к набору петель и вначале делаю на крючке начальную петлю и затем снимаю ее с крючка. Начну набирать петли со спинки. Здесь с ровного участка. Здесь, кстати, есть, конечно же, при вывязывании горловины небольшие перепады, но эти все места мы закрепим при наборе петель. И вначале мы вводим крючок вот в петельку ряда, в центр лицевой петельки, захватываем рабочую петельку, вытягиваем ее на лицевую сторону. Далее в следующую петельку вкалываю крючок, захватываю нить от клубка и провязываю петельку вдоль кромки. В следующую петельку вкалываю крючок, захватываю с изнанки петлю от клубка и провязываю вторую петельку. Как я и говорила, здесь по прямой стороне
выреза горловины буду набирать, то есть точнее здесь провязывать из каждой петли ряда новую петлю крючком. Далее из этих петель мы будем набирать петли на спицы. Итак, провязываю здесь прямой участок, вывязывая косичку петель. Далее перехожу, вот здесь начинается место закругления, но здесь я еще 2 петли провяжу прямо, а далее буду провязывать вот из следующей петли 1 петля, далее петлю пропускаю и из следующей петельки, вот она уже пошла наверх, провязываю петлю. Вновь далее из следующей петли, то есть будем такие убавления делать через 1 петлю. Здесь петлю пропускаю и из следующей петельки провязываю новую петельку. И таким образом мы как будто немножко стягиваем и собираем вот этот вот закругленный край. И далее перехожу уже на другую сторону. Здесь, смотрите, у нас идет кромка, вдоль кромки идут кромочные петли, вот они, их количество меньше. Нам необходимо вкалывать крючок именно в петельки вот следующий столбик петелек. Их именно то количество, какое количество петель у вас было в раппорте. И теперь вот они идут кромочные петельки, я вкалываю именно в первый столбик петелек по высоте. Здесь мне необходимо, здесь 12 петелек, и на них мне необходимо провязать 8 петелек. Поэтому вначале вот провязываю, допустим, 2 петельки, затем пропускаю петлю и следующей вновь провязываю 2 петли, пропускаю петлю из следующей петли, далее 2 петельки и здесь считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и по сути это уже у меня 8 петелька. И здесь я вот уже из крайней петельки провязываю и далее перехожу на новую полоску. Тут мне необходимо тоже провязать 8 петелек. Делайте пропуски в любом месте. И смотрите, здесь по краю образуется вот цепочка петелек, провязанных крючком. Я провязала цепочку петелек по кромке. Как я и говорила, здесь я набирала по 8 петель. Здесь при закруглении тоже набрала 8 петель. То есть пропуская через 2 петли 1 петлю. И здесь уже по ровной стороне я набираю из каждой петли 1 новую петлю. И здесь вкалываем крючок вот под закрытием петель, то есть вот здесь под полупетлями в лицевую петельку, в первую, и провязываем петлю крючком. Заканчиваю обвязывать край горловины крючком.
Здесь как раз по центру спинки была вот такая ступенька при вывязывании горловины. И смотрите, вот провязав из последней петельки новую петлю, далее из начальной точки, из которой мы вывязывали первую петельку, вкалываем крючок и провязываем заключительную петельку. И вот эта вот ступенька при вырезе горловины, видите, она ушла. Край горловины теперь не тянется и получится ровный. И далее переходим к набору петель. Вот эту вот рабочую петлю мы не скидываем с крючка. Далее заводим крючок за 2 полупетельки первой петли, захватываем ниточку и вытягиваем петлю на крючок. И повторяем за следующие полупетельки 2, вводим крючок, захватываем ниточку и вытягиваем петлю на крючок. И таким образом вытягиваем петли на крючок, ну вот небольшое, допустим, количество, сколько вам удобно набрать петель на крючок. И далее, так как у меня крючок без ручки, я перевожу петли на другой конец и переснимаю петли. Причем переснимаю на спицу петли так, чтобы вот первая стеночка оказалась впереди. То есть петельки я перекрещиваю. Пересняв все петли, оставляю их на спице и далее продолжаю с помощью крючка из провязанной цепочки петель набирать новое количество петель. И также затем их перекидываю на спицу. И так по кругу из каждой петли цепочки необходимо набрать петлю на спицу. Итак, я набрала все петли по вырезу горловины, начинаю вязать первый ряд. Вначале ставлю маркер, отмечающий начало ряда, и первый ряд провязываю все петли изнаночными. Второй ряд начинаю вязать резинку 1 на 1 и после маркера повторяю лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так провязываю этот ряд по кругу. Заканчиваю вязать первый круговой ряд резинки 1 на 1 и смотрите, у меня осталось 3 петли, мне необходимо провязать всего 2 петли, лицевую и изнаночную. Провязываю лицевую и последние 2 петли провязываю вместе одной изнаночной, чтобы узор резинки сошелся по кругу. Далее перекидываю маркер и далее уже вяжу по рисунку петель, провязывая над лицевой петлей лицевую, над изнаночной изнаночной. Итак, я вяжу планочку для горловины. Всего 10 рядов. Вы можете вязать планку на любую высоту. И далее перехожу на закрытие петель. Я провязала планочку резинкой на нужную мне высоту. Всего я провязала планку 10 рядов. Первый ряд это ряд изнаночных петель и 9 рядов резинкой. И сейчас буду закрывать петли. Приступаю к закрытию петель. Первая петля лицевая, далее провязываю изнаночную и предыдущую петлю
перекидываю через изнаночную, или точнее накидываю сверху изнаночной. Далее по рисунку провязываю лицевую и вот предыдущую петлю накидываю на провязанную. По рисунку провязываю изнаночную и предыдущую петлю накидываю на провязанную. По рисунку провязываю лицевую и предыдущую петлю накидываю на провязанную. И вот она формируется такая сверху петельная кромка. И далее продолжаю провязывать петли по рисунку и накидывать предыдущую петлю на провязанную. Таким образом закрываю все петли, и в конце необходимо будет замкнуть вот этот закрытый ряд в кольцо. Мне осталось закрыть последнюю петлю, это изнаночная петля. Перекидываю предыдущую петлю через провязанную, или точнее на провязанную накидываю. И теперь обрезаю нить, оставив небольшой кончик. Далее у нас осталась последняя петля, которую необходимо закрепить, и необходимо соединить вот закрытый ряд в кольцо. И для этого сквозь последнюю петлю протягиваем кончик нити. Слишком петлю эту не затягиваем. Разворачиваем вязание так, чтобы смотрели мы с вами наизнанку. И теперь вводим крючок за полупетельки вот, первой закрытой петли. Подхватываем за 2 полупетельки вот сверху. Подхватываем отрезок нити, протягиваем через 2 полупетельки первой петли. И затем вот этот отрезок нити вкалываем крючок, вот она последняя петля, я ее специально сильно не затягивала. Вводим крючок вот с изнанки за первую полупетельку так, чтобы у нас крючок вышел в центре. И теперь хвостик мы вытягиваем наизнанку. И теперь смотрите, у нас получается, что ряд соединен в кольцо. И здесь необходимо этот кончик нити закрепить. Вот здесь за перемычки я протягиваю, делаю как узелок в начале, чтобы не растягивал, уже не распускался вот этот вот край. И затем протягиваю ниточку по изнанке через полупетельки. Далее, протянув кончик нити через полупетельки вот лицевого ряда вниз, здесь мы уже можем обрезать кончик нити так, чтобы его было незаметно. Здесь хвостик тоже необходимо замаскировать. И в завершении необходимо разложить ровно горловину, отпарить и придать ей правильную форму.